Накшатра-дхаништха в 12 домах. Накшатра-дхаништха может дать человеку славу, известность, материальное благополучие, недвижимость, земли, практичность, процветание и изобилие. Человек сосредоточен на себе и на зарабатывании богатства в молодости, но в зрелости может произойти духовный прогресс и откроются определенные ситхи. Несмотря на сильное стремление к материализму, человек обычно религиозен и имеет длинную продолжительность жизни. В негативном ключе проблемы в семейной жизни. Человек может быть не женат, разведен, жить вдали от семьи. Его отношения строятся на основе определенных условий. В браке или в бизнесе происходят последующие нарушения договоренностей, многочисленные связи на стороне, вмешательство третьих лиц, проблемы с детьми, с их развитием или отсутствие детей. Его же детство проходит часто с одним из родителей. Обычно мать, более известна, состоятельная и изначально занимается обучением ребенка, после передает его отцу, или воспитанием занимаются бабушка и дедушка. Человек зациклен на прошлом и постоянно думает о каком-то оскорблении, благодаря этому получает мотивацию и пытается подняться в материальном плане. Его также может преследовать какой-то призрак, или у него будут проблемы со сном, или он вынужден работать ночью. Все его материальное богатство переходит впоследствии его сводным братьям и сестрам и их детям. Он сам не может им воспользоваться или передать своим детям. Проблемы с сердечным ритмом и ушной барабанной перепонкой. В жизни многое связано с числом 8, поэтому в 8 лет, в 16 или в 24 года могут быть решающие события для человека. Накшатра-дханишка вызывает особенные трудности в жизни, если она связана с 5 или 7 домом, которые отвечают за детей и супруга. Также могут быть несчастные случаи, связанные с водой, и в жизни некоторая история с воровством. Жизнь человека проходит ритмично. Он запоминает все в ритме и действует по определенному шаблону и в определенном порядке. Общее значение накшатры для управителя и диспозитора в 12 домах. Накшатра-дхаништха в 1 доме. Человек успешен в материальном плане, эгоистичен и полностью сосредоточен на себе. Семейная жизнь отсутствует, или супруг изначально поставил условия для совместного проживания, невыполнение которых приводит к разводу, или человек занимается духовной практикой и дает обет безбрачия. Могут быть проблемы с деторождением, выкидыши, аборты или ранняя смерть детей. Может быть большая разница в возрасте между ним и его братьями и сестрами. Мать человека – известная женщина, которая зарабатывает больше отца, или отец безработный, или у родителей была какая-то разлука, развод или смерть одного из них. Возможно, его воспитанием в детстве занимались бабушка с дедушкой или братья и сестры. Накшатра-дхаништха во 2 доме. Человек будет служить и помогать всем членам семьи, или наоборот, не захочет ни с кем делиться своими ресурсами. Обладает прекрасной речью и грамматикой, может интересоваться пением, игрой на инструментах или танцами. Несмотря на богатство, внутри будет ощущать какую-то пустоту. Проблемы с рождением ребенка у кого-то из членов семьи. Может быть заинтересован в употреблении диких коз, которые едят траву, или ему нравится жареное и острое мясо. Заниматься аюрведой и интересоваться ароматными маслами и различными травами. Накшатра-дхаништха в 3 доме. Человек эгоистичен, не заботится о других, но может жить ради своих сводных братьев и сестер, обеспечивая их также финансово, если его семейная жизнь не сложилась. В карьере готов идти на огромный риск, чтобы продвинуться по службе, бесстрашен, открывает новые направления для себя, много путешествует, обладает отличными навыками слушания и может очень доходчиво объяснить сложные вещи. Могут быть проблемы, связанные со здоровьем ушей. Накшатра-дхаништха в 4 доме. У человека могут быть проблемы с дыханием или сердечным ритмом. Будет владеть большим количеством недвижимости, может зарабатывать на покупке или сдаче в аренду недвижимости или земельных участков. Его мать может быть очень властной, влиятельной и иметь некоторые разногласия с отцом. Если не выполнены ее условия, могут жить раздельно. Мать может быть очень строга в плане воспитания, и человек может быть к ней очень привязан или, наоборот, отстранен от нее. В жизни может появиться мачеха.
много любви и ненависти в отношениях с матерью, но он не может сказать матери «нет». Мать могла делать аборты или терять детей в своей жизни. Накшатра Дхаништха в 5-м доме. Человек чрезвычайно компетентный и может обладать знаниями мантр. Могут возникнуть репродуктивные проблемы, связанные с деторождением, многочисленные любовные отношения, отсутствие целомудрия или, наоборот, человек осознанно соблюдает целибат. Первый ребенок может страдать аутизмом или неврологическим поведенческим расстройством. Накшатра Дхаништха в 6-м доме. Человек будет очень решительным, прямолинейным и успешным в конкурентной борьбе. Если случается развод, то через суд. Хороший поток богатства, много работы. Могут быть проблемы со здоровьем, связанные с ушами или с сердцем. Накшатра Дхаништха в 7-м доме. Человек может быть вынужденным холостяком или происходят трудности при вступлении в брак. В случае с браком всегда есть условия совместного проживания, при нарушении которых следует развод. Отношения могут испортить внебрачные связи и вмешательство третьего. Возможно, между супругами духовные платонические отношения, или они вынуждены жить вдали друг от друга. Накшатра Дхаништха в 8-м доме. Человек может обладать ситхами, быть экстрасенсом или тантриком. Может быть тайная, скрытая сторона, сокровенная, то, с чем человек ни с кем никогда не поделится. Также может не захотеть делиться ни с кем наследством. Мать супруга состоятельная и владеет большим количеством недвижимости. Долгая продолжительность жизни. Накшатра Дхаништха в 9-м доме. Человек не может заключить брак. Возможно, он соблюдает целибат или занимается духовными практиками. Также смотрите описание 4-го дома. Отец может отсутствовать в жизни, жить вдали, болеть, быть безработным или умереть очень рано. Человек может уехать и жить вдали от места рождения, понимания дхармы и духовных законов. Накшатра Дхаништха в 10-м доме. У человека очень успешная карьера, крайне жесток по отношению к конкурентам и врагам, эгоцентричен, занят собой и своими делами, не готов делиться ресурсами с другими, превосходный денежный поток. Накшатра Дхаништха в 11-м доме. Человек успешен в материальном плане и в карьере. Старшие братья и сестры также благословенны в материальном плане, но могут быть те или иные проблемы, связанные с браком или с детьми. Смотрите также значение 10-го дома. Накшатра Дхаништха в 12-м доме. Человек может жить за границей и вести вынужденную холостяцкую жизнь вдали от своей семьи. Возможны проблемы со сном, проблемы с призраком, ночная работа.